Друзья, всем привет! Рассылка HyperOS 3 Global, как и обычно, проходит с некоторыми проблемами и трудностями. Ведь если взять двоих человек с одинаковым аппаратом, одному пришла прошивка, а второму нет. И вот многие задаются вопросом, почему это так и какие есть пути решения данной проблемы. И в этом видеоролике я вам постараюсь кратко рассказать, что не так по рассылкам и как себе уже сегодня попробовать поставить новую HyperOS 3 Global. Так что присаживайтесь поудобнее, и мы с вами начинаем. Что же, у меня подопытным будет смартфон Poco F7. Это представитель у нас с вами получается первой линейки или первого эшелона рассылок, и у него также были определенные моменты в плане получения HyperOS 3 Global. Первый и самый важный момент, от которого вы должны понимать и отталкиваться, почему вам не приходит прошивка. Вся суть у нас в версии операционной системы, ну как тут соответственно пишут, хотя все мы с вами знаем, что HyperOS это оболочка, но в общем не суть. В чем вообще заключается момент всей этой истории? В том, что есть куча индексов. То есть я в описании вам оставлю ссылку и где-нибудь здесь скриншот покажу, который вам будет расшифровывать вашу прошивку. И если вы внимательно посмотрите, то у нас есть с вами там региональности МИ, ЕЕА, там турецкая, русская прошивка, ну и так далее. И то есть разработчики, не прописывая, не рассказывая на презентации, что мы как бы то не сможем дать для всех индексов эту прошивку, они как бы подразумевают, вот мы выполняем рассылку для этого аппарата в принципе. И из-за этого возникает куча моментов и вопросов, почему мне не пришла эта HyperOS 3 Global. То есть, условно говоря, у меня Poco F7 с глобальной международной прошивкой. Если взять такой же Poco F7 с европейской прошивкой, то там, соответственно, нового обновления не будет. Вот в чем, собственно, и суть. И теперь мы с вами переходим к путям решения проблем, почему мне не приходит новая HyperOS 3 Global. Первый, наверное, будет, наверное, простой момент решения этой проблемы, это будет скачивание приложения Xiaomi Community. С помощью этого приложения вы можете податься в тестировщики новой HyperOS 3 Global, делается это очень просто. Во-первых, вам нужно иметь аккаунт, ну хотя бы там с уровнем там вторым или третьим, главное, чтобы еще аккаунта было больше, чем 30 дней. Соответственно, в настройках вы переводите регион этого приложения на глобальный язык, можете выбирать любой, заходите в профиль Mi, и дальше тут у нас есть раздел под названием бета-тестинг. И вот здесь будут доступны все возможные и далее тут будет доступна программа для вашего устройства. Как видите, у меня на Poco F7 эта программа есть, я в ней зарегистрирован. Еще важный момент, многие там в Телеграме, в комментариях пишут, что если условно всего у нас есть возможность получить 5000 мест, ну или же всего 5000 мест, набрано там 1900 с чем-то, и нужно дожидаться, пока эти 5000 мест наберутся в принципе, и до этого момента рассылки не будет. Это крайне неправильное утверждение. Рассылка в любом случае будет происходить, потому что люди должны протестировать, прежде чем разработчики отправят эту всю прошивку в публичный релиз. Потому если здесь будет 7 человек, 10, 20, 100 и так далее, то рассылка в любом случае будет происходить. Но перед тем, как вам еще подать заявку в этом рекрутинговом тесте, вам необходимо еще будет пройти небольшое тестирование, в котором необходимо набрать минимум там 75 или 80 баллов. Но это прям чтобы на верочку пройти, чтобы вас приняли. То есть самый простой такой метод, без всяких там заморочек, прочего, ну и тому подобное. Ну а если вы любите подзаморочиться, то следующий способ будет, конечно же, для вас. Я говорю о подмене файла. Метод подмены файла, с одной стороны, кто-то может сказать, что это неофициально и так далее, но я вам могу наоборот сказать, что если у нас такая история есть, то как бы почему бы и нет, и почему бы этим не воспользоваться. Метод подмены файла интересен тем, что вы условно берете вот Poco F7, на него там условно выходит следующая какая-то прошивка, или же у вас еще HyperOS там 2.2, или же вообще HyperOS 2, и вы хотите перепрыгнуть там, допустим, с европейской прошивки на глобальную стабильную, с русской прошивки на европейку, ну без разницы. И то есть вы тупо берете необходимые файлы, а именно 2 штуки текущей прошивки и ту, которую хотите поставить, с помощью бревента или компьютера прописываете команду, и вуаля, вы получаете HyperOS 3 Global. Более детально я об этом рассказывал в отдельном видеоролике, в описании под этим видеороликом будет на то видео ссылка. Переходите, смотрите и переходите на HyperOS 3 Global уже сегодня.
И также многие еще думают, что после этих действий не будет обновлений никаких. Это полная чушь и ерунда. Потому что сколько уже я пользуюсь этим методом подмены файла, все последующие обновления, конечно же, будут приходить. Но мы с вами двигаем далее. Есть еще один метод, который позволяет нам получить обновления быстрее. Условно говоря, как вообще происходит рассылка новых обновлений? То есть у вас глобальная стабильная прошивка, вы четко знаете, что на ваш аппарат прошивка уже доступна, но она вам почему-то не приходит. Хотя опять же вы видели, что там либо выборочная рассылка пошла, либо же публичная. Разработчики делают следующим образом. Они эту прошивку дают лишь для некоторых регионов. И да, как бы, если раньше регион не особо ролял в этих всех движениях, то на сегодняшний же день, наоборот, регион у нас очень даже влияет на получение нового обновления. И вот условно, если там все звезды сошлись, обновление вышло там и т.д. и т.п., но вам не приходит, вы спокойным образом заходите в этот раздел под названием «Настройки, расширенные настройки и регион», и тут вы выбираете условно Марокко, Польша, Украину можете выбрать Бельгию, Англию можете выбрать, Соединенные Штаты Америки, Таиланд, Индонезию. В общем, это самые такие ходовые регионы, для которых обнова доступна, ну, в числе первых, назовем это так. И как только вы поменяли регион, идете обратно в обновление системы, и вуаля, у вас прошивка доступна. То есть разработчики таким хитрым образом решили нас с вами подзаморочить, ну и чтобы мы с вами немного поиграли со всеми этими движениями. И важный еще момент, что смена региона прошивки и смена региона в настройках смартфона — это вообще не одно и то же, это совершенно разные вещи. И еще раз хочу напомнить о том, что смена региона в настройках смартфона будет актуальна лишь только тогда, если на ваш индекс прошивки она доступна, именно новое обновление HyperOS 3 Global, но вам оно не приходит. И четвертый метод, наверное, самый такой задротский, если вы, в принципе, хотите подзаморочиться, у вас разблокированный загрузчик, вы находите образ Fastboot, разархивируете его на свой компьютер и с помощью Mi Flash вы его прошиваете. Этот способ, понятное дело, будет для таких гиков и извращенцев, которые любят позадротствовать над своим аппаратом, ну и кому, в принципе, там не жалко там данных, условно говоря. Вот, но я, по правде говоря, не особо встречал, чтобы на сегодняшний день были там очень самые там актуальные, свежие образы Fastboot. Возможно, я ошибаюсь, нужно будет еще раз пересмотреть. Все же актуальные ссылки, которые вам пригодятся для того, чтобы перейти там на HyperOS 3 Global, будут в описании. Это, понятное дело, и список прошивок, которые доступны на сегодняшний день. Я в своем телеграм-канале собрал отдельный пост. Также вам в описании оставлю ссылку на то, как расшифровываются прошивки на сегодняшний день. Ну и плюс также еще оставлю видеоролик, который позволит вам методом подмены перейти на другой индекс. Ну а если о чем-то забыл упомянуть или остались какие-то вопросы, смело пишите об этом в комментарии, там мы с вами и пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.